Неизбежное случилось. Meizu представили свой первый смартфон с соотношением сторон дисплея 18:9. И это не флагман, а бюджетник серии M, M6s, который наверняка будет пользоваться бешеной популярностью наравне с Xiaomi Redmi 5. И это по-настоящему новый смартфон Meizu M-серии за долгое время. Нововведений действительно крайне много. Meizu представили свой первый полноэкранный смартфон с соотношением сторон дисплея 18:9 и 14-нанометровым 6-ядерным процессором Samsung Exynos. Это M6s. Ну и в феврале 2018 года открылся предзаказ на устройство в России. M6s — это первый полноэкранный смартфон Meizu с дисплеем диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440 на 720 пикселей. Смартфон остался таким же компактным, условно, как и предыдущие модели Meizu линейки M. Вот только экран по понятным причинам стал больше. Помимо нового соотношения сторон, M6s — это еще и первый смартфон компании, лишившийся уже традиционной и любимой пользователями сенсорно-механической кнопки M-Touch. Сканер находится теперь сбоку, строго под пальцем, реально удобно, если ты правша. Но мне, как левше, такой вариант не зашел, честно говоря. Кстати, сканер не совмещен с кнопкой питания, она вынесена отдельно, что на самом деле как-то странно. Можно было все завязать в одну клавишу, но претензия так себе, согласен. А сам сканер очень быстрый. Что еще? Кружок вернулся. В 2017 году смартфоны Meizu прошли сертификацию Google, и M6s предлагает пользователю на выбор два варианта управления. Один из них классический, с традиционными для Android-смартфонов наэкранными кнопками «Назад, домой» и «Меню», но второй способ управления вызовет ностальгические чувства у самых верных фанатов Meizu, которые пользовались такими смартфонами, как MX2, MX3, 4, M1 Note и другими старичками. Кружок теперь, правда, не отдельная сенсорная кнопка, а просто часть интерфейса Flyme. Касанием можно выполнить шаг назад, нажатием с усилием вернуться на домашний экран, а выполняя свайпы вправо и влево от кружка, можно быстро переключаться между запущенными приложениями. А саму многозадачность, как и раньше, можно вызвать свайпом вверх от нижней грани экрана. Вы правильно поняли, здесь используется технология, похожая на Force Touch у Apple. Экран действительно определяет в этом месте силу нажатия, но конкретно мне вся эта тема с ностальгией также не понравилась, учитывая, что клавиши нельзя скрывать, например. А поэтому включаем обычный бар навигации Android и радуемся. Это действительно удобнее и привычнее. M6s имеет монолитный металлический корпус, и он действительно очень красив. Среди бюджетников это, наверное, наилучший вариант на сегодня. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что Redmi 5 тоже неплохо смотрится. Смартфоны, в принципе, между собой очень похожи. Что насчет LTE? Поддерживаются все российские 4G частоты. Это хорошо, есть гибридный лоток, можно вставить либо две сим-карты, либо сим-карту и microSD, а вот NFC опять нет, и это очень печально. Отдельно хотелось бы в очередной раз сказать про microUSB. Собственно, что он здесь делает. Мы ждали Type-C, ребята. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что все мои знакомые, кому удалось пощупать M6s, отметили не только классный дизайн, но и то, что microUSB — это здорово. Мне не понять. Поговорим про дисплей. 5,7 дюйма, как уже было сказано, IPS-матрица с разрешением 1440 на 720 пикселей. Стекло полностью заламинировано, олеофобка здесь также отличная, а еще эффект 2,5D. Все это на самом деле хорошо, но то, что это HD-экран, меня повергло в шок. Ибо если бы не прочитал об этом, думал бы, что Full HD. Матрица реально хорошая, дисплею ставлю 5. Далее. Сердцем новинки стал 6-ядерный процессор Samsung Exynos 7872 с новым графическим ядром Mali G71 MP3. Процессор не из разряда самых мощных, что-то на уровне 650-го Snapdragon, и для работы в приложениях, фото и просмотра видео вполне хватает. Какие принципиальные отличия от Снэпа? Техпроцесс меньше, а значит батарейку не жрет как зверь. Но видеочип слабый, поэтому история не про игры, с этим все плохо, говорю сразу. Оперативной памяти здесь 3 гигабайта в нагрузку к процессору, стандарт естественный LPDDR3, и телефон работает обычно при этом. К счастью, это лишь тестовая прошивка с 6-м флаймом, но по быстродействию ничего прям впечатляющего сказать не могу. У Meizu все действительно хорошо с процессорами Mediatek, и переход на Exynos — шаг вряд ли очевидный. А теперь минутка бессмысленной информации. Результаты в Antutu и Geekbench невысокие. В любом случае, ничего критичного, работает нормально и с будущими обновлениями скорости в прошивку точно прибавят. Объем встроенной памяти равен 32 или 64 гигабайтам, который можно дополнить с помощью карт памяти формата microSD. Она устанавливается в гибридный слот, либо карточка, либо вторая симка. Ну и еще один плюс — microUSB-порт поддерживает OTG и USB-хост. Можно подключать флешки. Камеры. Основная имеет разрешение 16 мегапикселей с диафрагмой 2.0. Камера очень крутая. Она крутая даже не в рамках цены этого смартфона, а в целом. При
Прекрасные фотографии можно получить как днем, так и вечером. По фотовозможностям M6s напомнил Mi A1, честно говоря. Обе камеры очень хороши, и мне лишь остается радоваться, что бюджетные устройства так стремительно развиваются в этом направлении. Есть, кстати, режим Pro, можно вручную выставить все настройки. Это что касается фото. А вот видео пишет так себе, и звук не очень, и автофокус долгий, и 4К нет, только Full HD в 30 кадров. Фронтальная камера, она неплохая, на 8 мегапикселей, куда лучше, чем, например, на том же Mi A1, но стремиться есть к чему. Система. Работает смартфон на базе Android 7, внутри 6-я версия Flyme, за исключением кружка управления ничего нового нет и работает, как уже было сказано, нормально, но не молниеносно. Как и полагается новинке, она оснащена быстрой зарядкой M-Charge, за 30 минут можно получить 50% батареи, если использовать родной блок питания на 2 ампера и 5,9-12 вольт. Ничего докупать не нужно. Что касается встроенного аккумулятора, то его емкость составляет 3000 мАч и хватает до вечера. Результат не сумасшедший, но и в обед не разряжается. Что осталось отметить? Во-первых, поддержку LTE. Есть все нужные в России бенды. Во-вторых, здесь есть диод уведомлений. Ну и последнее, звук. В наушниках он хорош. Как-то так сложилось, что звук либо обычный, либо хороший, либо изумительный. Последний показатель есть только в каком-нибудь Hi-Screen Boost 3. А здесь скорее второй вариант. Звук ничем не расстроил, а вот внешний динамик так себе. Можно даже сказать, он просто есть. Чтобы услышать звонок, его хватит. Цены. Версия на 16 гигабайт стоит 15 тысяч рублей, на 32 — 17 тысяч. Это очень дорого, это почти в 2 раза больше китайской цены. Но при оформлении предзаказа в России с полной предоплатой будут бесплатно дарить второй смартфон Pixel Phone S1 в подарок, поэтому можно успеть на аттракцион невидимой щедрости, пока он есть. Вот с таким раскладом неплохо, да. Продается M6s в 4 цветах, в черном, золотом, серебристом и синем. И все-таки черный цвет, наверное, самый классный из всех для этого устройства. Какие итоги? Meizu M6s однозначно взорвет рынок, потому что он и симпатичный, и камера для такой цены у него отличная, но без минусов, к большому сожалению, не обошлось. Например, вместо нелюбимого почему-то всеми Mediatek поставили процессор Samsung Exynos, и стало хуже. Он действительно работает медленно. Но я надеюсь, что к релизу в России эту оплошность исправят. Во-вторых, Type-C нет. Для кого-то это хорошо, для кого-то плохо, но лично я данный смартфон не взял бы только из-за этого. Хотя сканер отпечатка с правой стороны тоже неудобно, потому что я левша. Кому-то, наоборот, нравится. У кого-то экосистема дома повязана на micro-USB, и в ближайшие 2-3 года этот смартфон станет хорошим решением. А вот во всем остальном споров быть не может, потому что прекрасный дизайн, на удивление очень качественный дисплей, привычная операционка с понятной системой навигации теперь из головы Android. Брать ли? Честно говоря, получилось достойно. Нажал? Системой навигации. Ты Владимир Пельмен знаешь? Около пожарки. В общем, хороший покупок.